Привет всем! В этом видео я сделаю обзор на терморегулятор STC8080A+. Ссылочку на эту модель я оставлю в описании. Если заинтересовало, то можете заказать по ссылке. Этот терморегулятор предназначен для работы с холодильными установками. То есть он применяется для холодильников, морозильников, рефрижераторов. И его нельзя использовать там какие-то нагреватели, духовки, тены. Эта модель специальная для холодильных установок. Потому что ее функции все заточены под охлаждение. В комплект входит сам терморегулятор, он идет в белом корпусе, еще вроде бы бывают такие же модельки в черном корпусе. Датчик температуры в металлической такой колбе и залитой герметично, провод длиной 1,5 метра и провод такой надежной плотной резиновой оплетки идет. То есть обычно в терморегуляторах тоненькие провода, то здесь уже такой понадежнее провод идет. Питается терморегулятор от сети 220 вольт. Вот две клеммы для подключения питания. Они здесь отдельно от других стоят, вынесены для питания 220 вольт. Я сразу буду подключать его, чтобы продемонстрировать, как он работает. Возьмем два провода. Один будет фаза, другая 0. Подключаем к клеммам. Дальше у нас идут клеммники для подключения компрессора и нагревателя. Нагреватель здесь идет для разморозки холодильника. Если в холодильнике либо в морозилке есть система No Frost, и там стоит тен, который растапливает лед, который намерзает на радиаторах, то вот этот терморегулятор может работать с холодильниками с системой No Frost. И здесь есть выходы для подключения вот этого тена. У меня тут тена для примера некак показать. Я взял вот такую лампочку, подключу. То есть вместо тена у нас будет лампа. И посмотрим, как он будет работать. В общем, вот здесь три контакта. Справа это для подключения компрессора. А слева контакты для подключения нагревателя для разморозки. Я для примера соорудил вот такой вот холодильник на элементе пельтье, чтобы показать, как он работает. Это у меня коробка пришла с AliExpress, какая-то посылка, и я из этой коробки сделал вот такой холодильник. То есть тут элемент пельтье, кулер от компьютера старого и блок питания для питания всей этой системы. Внутри здесь также внутренний радиатор с кулером. И для груза я кинул сюда катушку с оловом, потому что крышка получается тяжелее, чем сам холодильник. И на примере вот этого холодильника я продемонстрирую, как он работает. То есть вот эти контакты нам что нужно? На центральный контакт подать фазу. На вот этот 6 и на 9 мы подаем фазы. Они отдельно идут для охладителя и для нагревателя, оттаивателя. Вот мы сюда должны подать тоже две фазы. И питание у меня идет просто от сети. Вот 220 вольт, 0 и фаза. Сюда мы будем все подключать. Берем провода. Можно от вот этой фазы просто перемычки перекинуть. Либо я просто возьму вот так вот, соединю три провода и подключим их в клеммник. И к каждому контакту уже будет идти отдельный провод. То есть я вот подключаю к фазе. У меня будет запитано все вместе. И терморегулятор, и холодильник, и нагреватель. Один подключили, и второй подключили. Теперь нам нужно будет подключить холодильник. Вот от него идут два провода. Оранжевая у меня фаза будет, а зеленый провод это 0. 0 мы подключаем к клеммнику. Также от терморегулятора для запитки 0 также идет к клеммнику. Можно их вместе соединить. И от нагревателя 0 идет. Тоже идет к клеммнику. То есть все 0 у нас будут подключены напрямую от сети. Поэтому вот эти два вместе я скручу. Ставлю в контакт. Зажали. И этот ток также мы вставляем. И зажимаем. То есть 0 уже все подключены. На терморегулятор, на нагреватель, на холодильник. Конечно, много проводов получается. И теперь для работы нам нужно будет при включении реле терморегулятора, чтобы напряжение подавалось фаза на холодильник. Нужно подключить. Здесь схематически нарисовано, подписано на китайском, непонятно. Ну, схемка вот сверху есть. То есть вот этот контакт 10 нормально замкнутый.
нам нужно подключить на нормально разомкнутый на 8. Поэтому фазу мы подключаем на 8 контакт. Вставляем и затягиваем. А питание, фаза, которая пойдет при включении нагревателя, мы запитываем также по схемке на 6 контакт. Подключаем и затягиваем. Все готово, терморегулятор подключен. Теперь нужно вот этот датчик поместить внутрь холодильника. Мы его сейчас размотаем и положим туда в коробку. Все, датчик у нас находится внутри. При подаче питания терморегулятор у нас заработал. Это включилась у нас сигнализация, потому что температура в холодильнике 22,1 градус превышает выставленную. По умолчанию тут стоит от минус 10 до минус 20, так как морозилка. И если температура превышает, сработала сигнализация. И в общем она будет пищать и мигать до тех пор, пока температура не опустится до выставленного режима. Кнопкой мы звуковую сигнализацию отключили нажатием любой кнопочки. Для того, чтобы просмотреть настройки, можно однократным нажатием на кнопочки выбрать и посмотреть выставленный параметр. Стрелка вверх — это верхний предел температуры, порог. Минус 10, то есть если температура повышается до минус 10, включается компрессор, то есть холодильник начинает работать. И будет работать до минус 20, пока не охладится. Это нижний предел. Вообще этот терморегулятор можно настроить в диапазоне от минус 40 до плюс 50. Вот этот интервал можно выставить с шагом 1 градус, настраивается. И вы можете использовать там как холодильник для вина, например, там не нужны низкие температуры, как обычный холодильник, плюс 4, плюс 6, либо как морозильная камера, там минус 18, 19, в общем, кому какая температура нужна. Нижний предел, верхний предел. А Set и RST у нас кнопки показывают. Set это показывает 8 по умолчанию. Это режим разморозки, включается каждые 8 часов. Можно выставить от 0, это режим разморозки выключен 0, до 99 часов. То есть каждые там 99 часов будет включаться режим разморозки. И можно выставить 24 часа, 48. В общем, по нужным вам параметрам вы сами уже выставляете. По умолчанию 8 часов стоит. RST это время разморозки. Например, по умолчанию 20 минут. Можно в минутах выставлять от 0. Если 0, то режим разморозки выключен. Либо 99 минут это максимальное время. С шагом 1 минуту. То есть мы можем просмотреть однократным нажатием кнопочек выставленные параметры. Для того, чтобы зайти в меню настроек, нужно кнопку Set зажать на 3 секунды. И мы зашли в режим настройки F1, F2. Это разные параметры, которые можно выставить. Всего здесь 6, то есть F6. F1. Чтобы выставить, нужно зажать кнопку Set и стрелочкой вверх-вниз уже листать значения. То есть мы зажимаем кнопку Set. Вот F1. Зажимаем Set. И стрелочками выбираем температуру. Так как у меня холодильник этот сделан на элементе пельтье, я его не смогу охладить сильно в минуса, то я поставлю, например, 10 градусов. Вот. А F2 мы выставим 9 градусов. 9 градусов. И у меня холодильник будет работать в диапазоне от 9 до 10 градусов Цельсия. При 10 градусов будет включаться, охладиться до 9 градусов, будет выключаться. И будет температура в заданном интервале у нас держаться. То есть я уже выставил. Почему он сейчас не включается? Потому что здесь по умолчанию стоит задержка включения компрессора 3 минуты. Это сделано для того, чтобы компрессор не сгорел, не заклинил и не сгорели обмотки. Потому что если он в рабочем положении работает, нагнетает давление, и потом, если его выключить и сразу включить, он не сможет при избыточном давлении стартануть и может заклинить и сгореть. Поэтому здесь есть задержка старта 3 минуты. Когда снежинка мигает, это задержка старта. Через 3 минуты, после того, как мы все настроили, он включится. То есть, если я сейчас не буду трогать никакие настройки, через 3 минуты он включится и заработает. Если я зайду
меню настроек что-то изменю, опять заново 3 минуты нужно будет ждать. В общем, заходим дальше, другие настройки вам покажу. F3 – это калибровка датчика температуры. По умолчанию 0 стоит. Можно выставить от -5 регулируется до +5. Ну, так как мне проверить, правильно ли датчик показывает нечем, я оставлю по умолчанию 0 градусов. Дальше настройки F4. Это у нас режим разморозки. По умолчанию 8 часов стоит. Я выставлю 1 час, чтобы показать, как он работает, чтобы долго не ждать. Через час включится режим разморозки самостоятельно. То есть я включу холодильник, он час поработает, и через час включится этот режим. И выставим также время разморозки. Это у нас F5. Выбираем F5 и выставим время. Например, там по минимуму нам надо 5 минут. На 5 минут включится обогреватель. Так, настройки сами сохраняются. И F6. Заходим, посмотрим. Это у нас температура, при которой включается сигнализация. Вот этот пищащий звук. То мы можем выставить, например, холодильник работает в диапазоне от 9 до 10 градусов. Я выставлю 12 градусов. Например, если я крышку забуду закрыть, температура в холодильнике вырастет. И включится у нас при 12 градусах сигнализация. Вот, в принципе, и все настройки. Сейчас я оставляю его на 3 минуты. И холодильник у нас начнет работать. Вот у нас включился холодильник, кулер гудит, потому что это от старого компьютера, в общем там уже подшипник износился. Когда компрессор включен, у нас снежинка горит, и вот температура уже начала опускаться. То есть она будет опускаться до 9 градусов Цельсия, потом холодильник отключится и заново включится при 10 градусах Цельсия. Охладился наконец холодильник до 9 градусов. 8 минут заняло вот эту коробочку элементом пельтье, тут 6 амперная, вот охладить до 9 градусов. И сейчас температура будет расти, включится терморегулятор при 10 градусов, но он включится не сразу, а через 3 минуты. То есть опять задержка включения компрессора для защиты. То есть поднимется до 10 градусов и через 3 минуты он включится заново. И также здесь есть еще защита от обрыва датчика температуры. Если оборвется датчик температуры или что-то с ним случится, например, там отсоединится вот так. Вот у нас ошибка высветилась. ЕЕЕ – это обрыв датчика температуры. То терморегулятор все равно будет работать в циклическом режиме. 15 минут отработает и потом полчаса простоя. И через полчаса он включится опять на 15 минут. И так будет он работать постоянно до тех пор, пока вы не почините датчик температуры. Вот, сработала сигнализация. Она срабатывает через минуту после того, как появился обрыв провода. Звук мы выключим нажатием кнопки. Вот, и ждем, пока включится в аварийном режиме терморегулятор. Вот у нас холодильник работает даже с отключенным датчиком температуры. То есть через каждые 30 минут холодильник будет включаться на 15 минут. То есть продукты даже при обрыве датчика у нас не испортятся. И теперь осталось проверить режим работы разморозки. Теперь у нас включился режим разморозки. На дисплее появился значок солнышко. Это означает, что включился режим разморозки на 5 минут. Я здесь выставлял время 5 минут. То есть у нас подается питание на нагреватель в течение 5 минут. Потом выключится и уже будет работать режим охлаждения через 3 минуты после того, как выключится нагреватель. В момент разморозки у нас холодильник не работает, то есть компрессор будет отключен. И также режим разморозки можно запускать вручную. Нужно стрелочку вниз зажать на 3 секунды. Зажимаем. И режим разморозки у нас включился вручную. Это можно даже делать без нагревателя. Если вы хотите разморозить холодильник, вы зажали стрелочку. У нас компрессор включаться не будет. И просто можно будет открыть дверь и разморозить холодильник. Чтобы выключить этот режим, так же само с помощью стрелочки
нажимаем на 3 секунды, и этот режим отключается. Вот. Начала мигать снежинка, через 3 минуты компрессор запустится и холодильник будет работать в обычном режиме. Вот так работает данный терморегулятор. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.